Я приветствую всех, кто смотрит это видео. Я вам покажу, как один и тот же узор можно разнообразить. Смотрим. Вот узор. Схема. Это столбики, 6 столбиков с накидом, 3 и 3, между ними одна воздушная петля, и между группами столбиков один столбик. Раппорт узора 8 петель. Это один повторяющийся ряд. Узор, мастер-класс его 244, выглядит вот так. Если нужно, посмотрите на канале. Группы столбиков, между ними один столбик. Если между группами столбиков провязать 2 столбика, то это уже будет другой узор. Вот такой. Те же самые 6 столбиков с воздушной петлей, но уже провязаны между группами 2 рельефных лицевых столбика. Узор уже будет выглядеть вот так. Смотрите, какая разница. Так как добавлен один столбик, значит раппорт уже будет не 8 петель, а 9 петель. Видите? Этот узор более выпуклый, этот узор плоский. Вот два узора, которые очень похожи. Но можно еще третьим способом вязать. Между группами столбиков провязать уже не 2, а 3 столбика. И средний из них, не все 3, а именно средний, рельефный лицевой. За счет этого узор будет выглядеть вот так. Смотрите, по центру такая небольшая, постараюсь вам показать, чтобы видно было, вот такая небольшая выпуклая дорожка. Здесь она из 2 столбиков, а вот здесь один столбик. И еще, смотрите, узор вот этот серенький, здесь один повторяющийся ряд. В каждом ряду вязать одинаково. Узор вот этот, здесь тоже один повторяющийся ряд, но в лицевом ряду вязать лицевые рельефные столбики, а в изнаночном ряду вязать изнаночные столбики, для того, чтобы все они получались только на одной стороне. А вот этот узор, который я вам сейчас покажу, здесь 2 ряда в раппорте, вот показано один ряд и второй ряд. В первом ряду провязываются группы столбиков, во втором ряду арочки. И над воздушными петлями вот здесь тоже арочка из воздушных петель. Вот этим он отличается. Первый ряд веерочки, во втором цепочки. Веерочки, цепочки, 2 ряда. А в предыдущих узорах один ряд в вертикальном раппорте. Как вязать этот узор? Набираем первоначальную цепочку количеством кратным 10. То есть число должно делиться на 10. Начинаю начало вязания. 3 воздушные петли. Смотрим. 1, 2, 3, 4 петля. Их пропускаем. 5 петлю провязать столбик с накидом. После столбика пропустить на цепочке 3 петли. В 4 провязать 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с накидом. Дальше пропустить на цепочке 3 петли. Провязать столбик с накидом, в следующую петлю столбик с накидом, в следующую петлю столбик с накидом. Снова пропустить 3 петли, в 4 вязать. 3 петли пропустить, дальше 3 столбика с накидом. И так до конца ряда. Если все правильно, в конце должно остаться только 2 петли, чтобы провязать 2 столбика с накидом. Это первый ряд. Вот, допустим, у меня связан первый ряд.
Дальше. Начинаю следующий ряд. 3 воздушные петли вместо столбика. Полотно поворачиваю. Над столбиком следующим провязываю 1 столбик с накидом. 3 петли. Вот сюда, между столбиками, столбик без накида. 3 петли. Сюда же второй столбик без накида. Образована маленькая арочка. 3 петли. Столбик с накидом. Так как этот ряд провязывается по изнаночной стороне, значит нам нужно вязать рельефный столбик изнаночный. То есть я ввожу крючок не впереди, а сзади обхватываю столбик. Вот так, чтобы выглядело. Позади полотна обхватываю. И провязываю столбик с накидом. Третий столбик обычный. Дальше все повторяю. 3 петли, столбик, 3 петли, сюда же столбик, 3 петли и начинаю провязывать столбики. 1 обычный столбик, 1 рельефный изнаночный столбик, и последний обычный столбик с 1 накидом. Столбик без накида, 3 петли, в самом конце столбик с 1 накидом и в верхнюю петлю петель подъема последний столбик с 1 накидом. Все, изнаночный ряд связан. Теперь нужно вязать лицевой ряд. Я беру другую пряжу, буду вязать лицевой ряд. В этом ряду начинать 3 петли вместо столбика, столбик с накидом над вторым столбиком, под вот эти арки группы из 3 столбиков 3 и 3, между ними 2 воздушные петли. Две петли и сюда же еще 3 столбика. Связала. Дальше над столбиком столбик с накидом, над вторым столбиком лицевой рельефный столбик. То есть делаю накид и завожу крючок впереди. Обхватываю столбик позади. Позади столбика, а не позади полотна. Провязываю рельефный столбик. Третий столбик обычный, с 1 накидом. И так дальше. Разница в том, что в лицевом ряду столбик провязываем вот так, обхватываем столбик, а в изнаночном ряду провязываем вот так, обхватываем столбик. Так вязать до конца. Вот здесь будет тоже рельефный столбик, и в самом конце
столбик с накидом и в верхнюю петлю петель подъема последний столбик с одним накидом. Вот, пожалуй, и все. Я вам показала 3 схемы, которые похожи, но вместе с тем получаются по ним совершенно разные узоры. Рассказала, чем они отличаются. Подробное вязание вот этого серого узора смотрите в видео номер 244, сиреневый узор в видео 255, а этот узор я вам только что показала. На этом все. Чтобы не пропустить новые полезные видео, советую подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых встреч!